Вы должны молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет, народ! Значит, давненько не было видео, честно вам скажу, и это видео снимать я не хотел. То есть у меня о данном инструменте уже есть видео на канале, ссылку на которое я прикреплю в описании видео, чтобы вы могли перейти и посмотреть сам непосредственно обзор и тест. Здесь же я просто хочу показать, насколько качественно немножко стала и упаковка, и, наверное, сама внутрянка. Потому как я вскрыл коробочку, вот смотрите, и я уже заметил, что упаковано просто шикарно. В моем случае был просто чемодан в картонной коробке. Чемодан там немножко подломан, по-моему, был. Все там болталось. Здесь же болтанки по минимуму. Упаковано все в такой спененный полиэтилен. Вот поэтому я хочу сделать такое видео с упаковкой и видео как бы с таким небольшим обзором содержимого. Вот, друзья. Вот такая коробочка. Значит, в моем случае чемодан был примерно вот такой вот ширины. В этом чемодане все болталось, телепалось. Ну, покупаем мы, конечно, не из-за чемодана, но здесь посмотрите, как все сделано компактно. Чемоданчик маленький. Продавец, видно, заботится о своем товаре. Сделал такой вот серебряный, я так понимаю, логотип Fujiwara. Да, написано Fujiwara. Шикарная вещь. Ну и давайте смотреть внутряночку, что у нас там изменилось. Значит, ребята, у нас был вот такой вот намного больше ящик. У нас ящик примерно сейчас пришел вот от пальца до края. Малюха такая. Ну, тоже вы видите, все в серебре. Все отлично. Но вот видите, пришла мне коробка полностью раздолбанная, так как тут все у нас высыпается, ничего не держится. Ну и вот мой пистолет, уже которому более, наверное, 3 лет. Уже побитый жизнью, пошарпанный, поцарапанный. Вот то, что я говорил, я крутил колесные гайки грузовиков. Ну и точно такой же набор головок и плюс масленка с удлинителем. Вот если взять, допустим, головку, вот, ей самое больше доставалось, головка на 17, то она вся буквально целая, ничего, друзья, не разбита, но краска, видите, все послазила. Вот такие вот дела. Супер вещь. Так, сразу смотрим на крышке у нас. Есть такой вот маленький удлинитель. И теперь смотрим начинку. Инструкция уже вижу практически такая же самая. Очень люблю такие инструкции, где все у нас разобрано, показано, подписано, что куда, как разбирать, как собирать и что куда устанавливать. Шикарная вещь. Обращаю внимание на ремкомплект. Идет ремкомплект. У нас идет 6. Так, подождите. 6 или 5. 6 лопаток, все правильно. Ну и запасные вот эти вот все прокладочки. Точно так же, как и у меня набор головок. Головки у нас хром-ванадий. Но, друзья, в процессе эксплуатации за этих сколько там, 3 года, по-моему, у меня этот пистолет. И эти, соответственно, головки, никак они не повредились. Крутил я ими очень большое количество болтов и гаек, соответственно, этим пистолетом. И аккумуляторным пистолетом тоже пользовался, бывает, этими головками. То есть все шикарно и отлично. По весу очень тяжелые. Ну, здесь от 13 у нас головки до 20, по-моему, 4. Да, до 24 миллиметров. И немаловажной деталью, друзья, есть у нас переходник уже на евроразъем. А не на американский, не на китайский там и не на японский. Вот немаловажная вещь. Ну, конечно, стоит копейки, но опять же надо бросать все, ехать в магазин, а здесь уже все в комплекте. Есть у нас, как и у меня, в принципе, в прошлый раз, масленочка там, видите, сколько масла. Да, друзья, обращаю внимание, некоторые обзорщики или не обзорщики говорят, что туда надо залить 5-10 миллилитров и работать. Друзья, никому не верьте, никаких 5-10 мл сюда заливать не нужно. 5-10 мл это, наверное, меньше даже, чем здесь. Я пользуюсь, капаю, ну, вот, соответственно, у нас это все дело прикручено. Капаю сюда 5 капель, вот с такой масленочки. Масло, ну, это у меня закончилось, я просто взял масло от винтового компрессора.
Капаю буквально 5 капель, и все. Если вы туда зальете 5-10 мл, то работать вы им просто не сможете, так как отсюда у нас идет выдох воздуха лишнего, отработанного, и соответственно с этим маслом. Вы будете все, друзья, в масле. Никого не слушайте, даже можно 3 капельки, если вы уже работаете этим пистолетом долго. Ну, а на первый раз 5, ну давайте на первый раз 10 капелек. И все, и забудьте о масле. И время от времени добавляем по 3-5 капель. Пистолет, друзья, точно такой же, как у меня. Никак, ничем и ничего не поменялось. Все точно так же. Имеем 6 скоростей, то есть 3 вперед, 3 назад. 3 на заворот, 3 на отворот. Пистолет заявлен 1280 ньютон на метр усилия. И скажу я вам, я им очень-очень доволен. Смело вам, ребята, могу рекомендовать к покупке всем гаражникам, там, не знаю, самоделкиным, у кого есть хороший компрессор. Так как я его в прошлый раз, получилось, разрекламировал, и люди начали писать, что я купил какой-то там ГО по твоей ссылке. Он не работает, он не откручивает даже колесные гайки легкового автомобиля. Ну и давай разбираться с этими людьми, а пишут в основном то ВКонтакте, то в Телеграме. Как оказывается, человек купил такой гайковерт, и у человека компрессор 24 литра, плюс ко всему, друзья, витой этот шланг, вы все знаете, о чем речь, на 10-15 метров. В этом витом шланге у нас проходной диаметр воздуха 5-6 миллиметров. Вот, поэтому получается большущий дроссель, большое сопротивление воздуха, и что вы от него хотите. Поэтому при подключении к магистрали воздуха используйте шланг с внутренним отверстием проходным диаметром не ниже 9-10 и выше миллиметров. Тогда ваш новый друг, так сказать, ответит вам всей своей мощью и силой. Вот, друзья, так что все рассказал и показал. За время эксплуатации я им перекрутил уже, там, не знаю сколько, 3 года или сколько прошло, или 4 даже, не, наверное, 3. Большущее количество разнообразных гаек и болтов. Тонкие рвет, сразу предупреждаю, поэтому будьте внимательны и аккуратны. Были грузовики, срывало немножко гайки с колесной рукой, а и этим пистолетом быстро-быстро все эти гайки откручивались. Также наживлялись и дожимались рукой. Данный пистолет я тоже купил товарищу. Вот, у товарища тоже есть грузовик. Он взял мой такой же пистолет. Дай, говорит, попробую. Все, попробовал, вернул пистолет. Говорит, все, покупай мне точно такой же. Вот, еще идет переходник с 1/2 на 3/4 дюйма. Я себе покупал и ему тоже заказал. Ну, пистолет пришел раньше. Вот, он тоже говорит, я все колеса там подкручивал буквально за 15 минут, все эти гайки на 32 и на 33. Поэтому, друзья, всем рекомендую. Штука просто шикарная. Еще раз напоминаю, кому интересен обзор, хотя в обзоре там я как бы много не показал, показал только колесные гайки своего легкового автомобиля. Вот. Но берет и шрузы, и болты шрузные, все. 90% ваших болтов и гаек, я 100% уверен, он у вас открутит. Все, показал, рассказал. На этом, друзья, еще раз напоминаю, ссылка в описании под видео, на видео с тестированием данного пистолета и более подробным таким обзором. Ну, а мы с вами прощаемся. Всем пока.